Привет, мои дорогие! Наконец-то я уже освободился и готов вам прочитать новости, конечно, без вставочек видео. К сожалению, не могу это сделать. Ну, одну сделаю, потому что там такое чмо, что мне хочется это сделать, чтобы вы увидели. Это то, что касается в Одессе. Ну и, дорогие мои, вы слышали, да, сегодня заявление Путина о том, что он готов прекратить какие-либо боевые действия в Покровске, ну, в Покровской агломерации, Покровская Мирноградская, для того, чтобы запустить туда журналистов, но там были заявления, что никто не рекомендует, это, ну, как они сказали, такая засада, да, которую Россия всегда делает, ну и все такое в таком духе. Ну и вот в ДНР, ВСУ, в Красноармейске, Покровске не реагируют на предложение о сдаче и безуспешно пытаются укрываться в жилых зданиях, сообщает Министерство обороны России. Игнорируя призывы сохранить свои жизни и сдаться в плен, ВСУ безуспешно прячутся в жилых домах и пытаются прикрыть свои перемещения в лесопосадках, говорится в опубликованном заявлении. Ну, я вам скажу, что там сдаются, потому что я получаю информацию, там действительно сдаются, и не то, что многие, одни отступают, это я вот сегодня слушал там целый по поводу этого, и там говорят, что одни отступают, другие при отступлении погибают, а третьи сдаются. В каком количестве, сколько кого сдается, это я сказать не могу, но сам факт, что люди сдаются, они сдаются и прячутся, это нацики. То есть я вам объясню иерархию. Ну, там войны, я общался там с одним. Есть вот эти вот, которые, ну, как вам сказать, которых затрымали, бусифицированные, да. Вот есть там те, которых там военкомат туда прислал, да, там, ну, такие, знаете, люди, которые не убегают, боятся убежать, там, боятся собственной тени и так далее. Понимаете, я вам скажу одну вещь, они беззаконие узаконили. Вот в чем дело. И людям сказали, что вот это беззаконие теперь, которое они устраивают, уже становится законным. А если ты будешь заниматься беззаконием, тогда ты будешь нарушать закон. А народ у нас, вы знаете, он боится нарушить какой-то закон. Хотя закон нарушили они. Они взяли беззаконие и сделали законным. Так что так. Поэтому там и идет иерархия. Нацики, вот эти вот именно пробитые, которые хотят убивать русских, как они всегда говорят, они следят за теми, кто не хочет этого делать, кто без мотивации и так далее. Так что так. И поэтому эти парни, которых там отправляют там какие-то сопки чистить или лесопосадки, да, там, они сдаются в плен, потому что они сами понимают прекрасно, что с ними может быть, и они не увидят своих родителей и так далее, своих дочерей, сыновей, там, братьев, сестер и так далее. И поэтому они идут сдаваться. А эти понимают, что им придется отвечать. Он не может слезать свою свастику, понимаете, с руки или с шеи, где он там себе ее набил. Он знает, что с ним будет. Поэтому он и в плен-то не будет сдаваться. Потому что он там остаток жизни свой проведет. Так, ну и сегодня же вы слышали, да, была встреча Трампа и Си, и после встречи с Си, конечно, встреча прошла абсолютно не позитивно для Трампа, как я вам и говорил. Это было видно по длительности переговоров. Вот самые короткие переговоры, конечно, у него с Зеленским. Но по длительности переговоров с Си можно было определить, что позитива нет, и я вам об этом прочитаю. Но Трамп начал заявлять о том, что он будет испытывать теперь, все испытывают ядерные бомбы, полигоны, и теперь мы будем делать. Я же говорю, что он как этот обидчивый мальчик, который, знаете, из этих там, а у меня там свитер желтый. Вот примерно и я теперь все будут испытывать, и я испытываю, и отдал приказ это делать. Ну, тут Джей Ди Венс тоже начал говорить о том, что ядерные испытания нужны, чтобы знать, что ядерные арсеналы страны в рабочем состоянии. То есть их не задел, да, там, ни Посейдон их не задел, ничего их не задел, ни буревестник, все, да, там. Ну и что, у нас там подводная лодка.
Ну, а у вас там Посейдон катается туда-сюда по побережью восточному. Так что, ну, такое, ничего. А теперь они, видите, быстренько кинулись, давайте проводить ядерные эти испытания. Ну и поехал, что Джей Ди Венс объяснял решение Трампа возобновить ядерные испытания, сказал, что все эти испытания нужны, чтобы быть уверенным в исправности ядерного арсенала. Для национальной безопасности США важно быть уверен, что наш ядерный потенциал действительно исправен и что это часть системы испытаний. Хочу вам сказать одну вещь. Ну это же нагреет планету. Мы и так видим аномалии все эти. А там же тысячи градусов. Там уже такие масштабы нагрева. О, как эти, знаете, как извержение вулканов. Там чуть вспыхнут, там вспыхнут, там вспыхнут, там вспыхнут. И отлично, давайте побегаем от бурь, ураганов, от всего, что с этим связано. Ну, я имею в виду с глобальным потеплением. Ну и вот интересная статья, дорогие мои украинцы, проживающие в Соединенных Штатах и думающие, что вы там навечно застряли. И планы такие себе же сделали. Ох, там такие мерзкие люди, я их вижу. И так хочу, чтобы они там и остались. Либо их в Украину экстрадировали, депортировали. Да? Мерзкие люди на самом деле. Либо там же в Соединенных Штатах оставили, но не в Европу. Они мне попадаются, они такие отвратительные, серьезно. А нормальные люди, пожалуйста, возвращайтесь в Европу. Ну не эти, фу. Аж тошнит от них. Администрация Трампа намерена резко ограничить число принимаемых в США беженцев до 7,5 тысяч и отдать приоритет белому населению ЮАР. Ну, чтобы вы понимали, до этого, это в год, до этого было ограничение в 125 тысяч при Байдене. Так что, дорогие мои, сужается. Видите, как говорится, американская мечта, она сужается. И все. Ну, я вот, наверное, хотел бы на этом чуть-чуть сделать такую маленькую, не то что паузу, а именно акцент на этом хочу сделать. Зеленский продлил военный стан, вот, это он готовится к миру. На самом деле он готовится к узурпации власти всей. И сегодня я там читал Лешу Гончаренко, вот, о том, что он там уже начал кричать, что Одессу узурпировали. Мы видим, что они буквально там в первую же неделю из своей же партии, у них же там поставили в Одесском горсовете там главного, там исполняющего обязанности. Плюс этот там сидит, который в первую же неделю якобы Кипер дал указ накрыть Пушкина. Конечно, они его потом и вывезут оттуда. То есть разберут эту коробку, увидят, что там не будет Пушкина. Но дело не в этом. Дело в том, что они резко отдуплились, что Зеленский теперь хочет всю страну. То есть вы же должны понимать, те, кто не понимает, что Одесса это был последний оплот русскоязычной Украины. А сегодняшняя потасовка на 7-м километре в Одессе показала, насколько силен этот оплот. Они набили такие бубена этим ТЦКшникам. Они там перевернули этот бус, они его там, ну, короче, хорошо и кошмарили. За одного пацана весь рынок выбежал. Все, от дворников до хозяев этих будок. Там чистили будки просто. Молодцы, красавцы, так начищали им будки. Но это и есть показатель того, что Одесса это единственный русскоязычный оплот, который борется с этой системой. И поэтому туда нужно было поставить своего. И теперь туда уже начинают накидываться всякие Стерненки и все остальные для того, чтобы контролировать всех и душить любое, хоть какое-либо малое возникновение какой-то силы, которая будет бороться с ними. Я понимаю, что Зеленский, это же гнида редкая, мразь редкая, спевшаяся с бритами, хочет Приднестровье. Вот укусить Россию хочет больно. Я сегодня обсуждал со своими там друзьями это, ну, то, что будет там по Приднестровью. И же Молдавия пострадает так, ее именно измордуют. Вот здесь, знаете, там Путин играет как шахматист. Там, все, вот знаете, как это филигранно работает, как хирург в Украине, чтобы не повредить ничего. А Молдавия ему зачем? Объясните. Вот мы все там кричим, по Верховной Раде надо вмазать. А куда потом депутатов садить? Ну, нового там какого-нибудь созыва, да, который будет более симпатичный по отношению к России, к русскому языку и так далее. Куда? В подвалах или что-то строить уродское такое. Поэтому, конечно, знаете,
Тут нужно оставлять этот символизм, что Верховная Рада осталась, только там уже другие. А Молдавия зачем? Где там символизм? Ну, русскоязычных молдаван предупредят, ну, нормальных, адекватных. Хотя, я думаю, когда их предупредят, быстрее свалят эти румыны, молдавские румыны, они бы, фух, их там и не будет. Вот те, которые там в 3 дорого, а то и в 30 дорого сгребали с украинцев и одесситов. Их всех оттуда, фух, их там не будет. Ну, я имею в виду в Молдавии. Быстрее, чем русскоязычные. Ну, там же будут бить-то по площадям. То есть там никто не будет бить по там, военным каким-то базам или что-то. Просто равнять за Приднестровье, дорогие мои. Поэтому Зеленский сейчас всячески пытается с помощью военных положений и вот таких прецедентов продолжения. Ну вот давайте пошагово. Что ближе всего находится к Приднестровью? Между чем и чем находится Приднестровье? Между Одесской областью и Молдавией. И вот Одесская область со штабом внутри Одессы и будет организовывать вот это вот схлопывание. Понимаете? Потому что я сегодня получил одну интересную информацию, говорить ее не могу. Вот, как раз со стороны приднестровцев. Вот. И, конечно, ему нужно оттуда вычистить всех. Второе. Когда перейдем на мир, уже на мирные переговоры, да, это уже быстро произойдет, мне так кажется. Сейчас главное России не останавливаться, а додушить то, что там прячется по домам. Ну, я имею в виду, вы поняли, мы очертили. Нормальный хлопчик, который шел там за хлебом, который не хочет воевать ни с кем, который понимает прекрасно, что это не его война, а это война там западных каких-то этих кукловодов. Он не хочет умирать. Он хочет жить там со своей мамой, да, он хочет жить там со своей девушкой там или с кем-то еще. Но он не хочет умирать. Конечно, он пойдет сдаться. Что ему там россияне сделают? Они считают его в 2 секунды. Или этот, который весь в свастиках, будет рассказывать, что его босифицировали. Вот этот помет уберут, и все будет хорошо. Ну и, дорогие мои, результативность. Ну, я надеюсь, что вы поняли, да, для чего Зеленский продлевает эти военные станы. Для узурпации власти и продолжения. Ему нужно Приднестровье для того, чтобы продолжить войну. Вот и все. То есть сейчас понятно, что Россия его там дожимает, вот, и потом партнеры скажут, давай, ну типа, на мир, иди на мир. А он раз и Приднестровье отожмет. Ну, конечно, Россия там начнет рубашку рвать на себя, и мордовать ту Молдавию. О, подключат еще Молдавию. Хотя та Санду, бедная обоссанная, боится и сама это все. Ну, поехали. Вот. Встреча Си и Трампа закончилась провалом для США, пишет BBC. Американский президент согласился снизить пошлины до 47%. Трамп начинал торговую войну с Китаем в апреле с позиции силы и требовал капитуляции. Прошло 9 месяцев, и вот он уже сам едет на уступки ради хрупкого перемирия, ну, с Китаем. И что самое интересное, дорогие мои, я вам расскажу. Я сегодня у чата GPT спросил, сколько действительно войн остановил Трамп. Он же все, у него цифры там постоянно 8, 9, вы слышали, там от 6 разбег идет до 9 войн. Одну и то не до конца. Одну. То есть это между Израилем и Хамас. И то не до конца. Израиль вчера там намордовал, там 60 человек погибших. Так что и то не до конца. А все остальное, Израиль с Марокко, Израиль с Арабскими Эмиратами. Там не войны были. Там были какие-то у них там спорные вещи, которые они там объединяли. Ну, типа, и Трамп считает, что это войны, и он себе их приписывает как войны. Одна. А он называет там 9, скоро еще, говорит, одну остановит. А то, что с Арменией, он просто их пригласил и типа сказал, чтобы они мирились. Хотя там Турция в этом больше принимала участие в этом перемирии. Поехали дальше. Трамп согласился отменить карательные меры, которыми собирался добиться уступок от Китая, тогда как Си снимет лишь ответные угрозы.
И то временно, на год. Еще полгода назад Трамп рассчитывал, что пошлины выровняют дисбаланс торговли между Китаем и Америкой, а ограничения на поставки продвинутых чипов сдержат технологическое развитие главного экономического и военного конкурента США. Ни один из фундаментальных вопросов, ради которых Трамп затеял торговую войну, на сегодняшней встрече не был решен. Китай просто поднял ставки до нее, ограничил экспорт редкоземельных металлов и магнитов, без которых остановятся западные автозаводы и оборонка, а заодно прекратил покупать у США соевые бобы, чем поставил фермеров на грань разорения. Пишет издание и добавляет, что итоги встречи – хорошие новости для России и плохие для Украины. Хотя он там говорил, что он... Я вам сразу же говорил, что этот сигнал можно разобрать по времени, сколько они там побыли. Ну, все его видели, он такой очень спокойный в этом. Потому что у него есть. Знаете, я вам скажу, я же смотрел весь полный первый срок Трампа и следил за ним. И он того Си гонял, бедняга Си, на самом деле. Вот в первый срок Трампа он был, ну, прошло, считайте, достаточное количество лет. И Си подготовился к этому, укрепил все позиции. И теперь ему пофиг, он все в ответ ему кидает. Тот ему пошлины, этот ему запрет на редкоземы. Вот и все. Си уже там за время Байдена, пока его никто не трогал, нормально так окреп. И нормально теперь ему Трамп никто. Ну и вот первый комментарий Украины по предложению России перемирия в районе Покровска и Купянска для допуска прессы. Спикер МИД Георгий Тихий заявил, что Киев не доверяет этой инициативе, а журналисты, которые посетят эти города со стороны России, нарушат украинское законодательство. Откровенно говоря, я не рекомендую журналистам доверять каким-либо предложениям Путина относительно коридоров в зоне боевых действий. Я своими глазами видел, чем заканчиваются такие предложения 29 августа 2014 года в Иловайске. Ну, тут даже не сравнить, тут 10 Иловайсков. Я также напоминаю всем СМИ, что любые визиты на оккупированные Россией территории без разрешения Украины являются нарушением нашего законодательства и международного права. Знаете, что мне сегодня адвокат сказал? Ну, вы знаете, что я был у адвоката сегодня. Он сказал, здесь не Украина. А они там рассказывают. Вы слышите, да? Мы внимательно следим за этим. За тем, чтобы никто не поехал туда, на оккупированной территории, нарушить украинский закон. Еще я разговаривал с одним человеком, он говорит, законы начинают работать со всех сторон, где заканчивается Украина, вот где граница с Украиной. Они работают в России, они работают в Беларуси, они по сравнению с Украиной. Они работают, внимание, ну, Польша к украинцам сейчас очень плохо относится. Сейчас, если кто-то там думает про Польшу и про свою защиту, находясь в Польше, я вас могу расстроить. Пьяный за рулем, ты уезжаешь в Украину сразу же. Они тебя экстрадируют без всех процедур. Просто на границу подвозят и даже вещи не дают собрать. Сразу же выкидывают нафиг. Это просто пьяный за рулем. Пьяный за рулем в Испании, лишение прав, штраф и сиди здесь, работай дальше. Никто тебя никуда не выкинет. Поэтому, дорогие мои, поехали дальше. Словакия, Венгрия, Румыния, Молдавия, Приднестровье. Везде работают законы. Кроме Украины, дорогие мои. Поэтому... Ну и сегодня произошел взрыв в Укрпочте, в сортировочном центре. Там пострадало много людей. Ну как, много людей пострадало. Кто-то перевозил какое-то взрывчатое вещество, причем, как доказали, что оно должно было отправиться за границу. Ну, видно, оно не выдержало, как, знаете, на почте перекидывается. Кто-то перекинул, кто-то поймал. Пострадали люди. Поехали теперь про фронт. На Днепропетровском направлении российские войска прорвали оборону ВСУ к северу от линии Егоровка-Вербовое, захватив населенный пункт Вишневое. Село фактически находится севернее основной линии обороны украинской армии, что позволяет ВСРФ развивать наступление в сторону Покровска с юга. На Покровском направлении российские войска продвигаются в окрестностях Золотого, Колодзея,
или Колодезя даже, и Кучерова Яра. В Мирноград продолжают просачиваться российские штурмовые группы. Боестолкновения фиксируются в районе шахт номер 5 и 6. В самом Покровске войска России продвигаются в район ЖД вокзала и МКР железнодорожный и пытаются закрепиться в промзоне. На Константиновском направлении российские войска пытаются продвинуться вглубь города Константиновка. Идут бои у трамвайного депо. Ну, поехали теперь западная пресса про Покровск. В Покровске кипят уличные бои. Армия России контролирует большую часть города, пишет Нью-Йорк Таймс. Это прорыв подчеркивает кропотливую работу войск России, если Россия в конечном итоге возьмет под полный контроль Покровск. Она получит стратегически важный плацдарм на востоке Украины, отмечают в издании. Ситуация очень сложная, поскольку значительная часть города уже захвачена. Россияне продолжают наращивать свое присутствие, все больше и больше пытаясь полностью заполнить город своими силами. Когда они натыкаются на наши позиции, они вступают в перестрелки, рассказал из Нью-Йорк Таймс, Нью-Йорк Таймс, один из украинских военнослужащих. Также в материале подчеркивается, что Покровск образует последний крупный оборонительный рубеж, защищающий подконтрольную Украине часть Донецкой области. Падение города приблизит Россию к достижению ее давней цели захвата всего региона. И я бы назвал бы освобождение, а не захват. Неясно, как долго ВСУ смогут удерживать контроль над Покровском. В городе сейчас слишком много российских войск, чтобы Украина могла их оттеснить, резюмирует в Нью-Йорк Таймс, дорогие мои. Ну и тоже интересная статья, я вам прочитаю. Верховная Рада больше не рассматривает законопроект о лишении русского языка защиты Европейской хартии. Это заявил депутат Вятрович. Документ отозвали из-за давления российских лоббистов в Совете Европы, заявил парламентарий. Вот, видите, и Одесса. Одесса, русскоязычная Одесса. Сегодня был опрос, в котором подтвердили, что сейчас в Украине 51% говорит на русском языке. Дома, в быту. Вот такая статистика. Российские войска вошли в Мирноград с юга и северо-востока, сообщает военный обозреватель истеричка Юлия Рёбке. Ранее об этом сообщали и ВСУ, но потом сами себя опровергли. Напомню, что россияне также вошли в соседний Покровск и обходят всю агломерацию севера. Сейчас я вам, дорогие мои, тоже прочитаю одну интересную статью. Ну, мы сейчас европейские страны готовят мирный план для Украины из 12 пунктов. Это Радио Свобода пишет. Сейчас я его прочитаю. Если раньше он был какой-то очень такой: накачать оружие, завести 150 тысяч войск, и турки, и нас туда, турки, и нас туда возьмите, то сейчас вот послушайте, чуть-чуть там пуканы подрасслабились. Работа над планом активизировалась после того, как Трамп отменил встречу с Путиным и ввел новые санкции против России. Документ под названием «Элементы на пути к миру в Украине». Нормально. Где-то они там и корки черные подъели, да, там еще где-то каких-то вкусняшек, в каких-то ресторанах, на каких-то конференциях, своих собраниях и так далее. Является черновиком, не обсуждался на высшем уровне ЕС. 12 пунктов построены вокруг двух этапов. Первый — прекращение огня, а второй — переговоры. Ну, нужно 12 пунктов, да? Можно их не делать, но нужно 12 пунктов. Поехали. Главные пункты, читаю. Держитесь. Прекращение огня должно начаться через 24 часа после того, как стороны примут план. Замораживание текущей линии фронта. Это второй пункт. Третий. Мониторинг начинается немедленно под руководством США. Ну, Россия — это как раз и ноль. Украина и Россия согласуют пакт о ненападении. ЗАЭС передается третьей стороне, то есть США, с последующим возвратом Украине. Да? Отмена символических санкций против России. Символических, понимаете?
Согласование окончательной линии соприкосновения по договоренности об управлении Россией взятыми землями. Украина получает международные гарантии безопасности, а это без деталей. То есть накачать туда войска и все остальное. То есть главное России согласиться, но пункт, где написано без деталей, потом станет с деталями. Киев и Москва усиливают взаимопонимание и уважение к разнообразию языков, культур и религий. Вот в это, дорогие мои, я не верю. Потому что им главное подписать вот этот совместный, да, и потом уже начинать закачивать туда. Хана Украине, серьезно. Хана, там такой режим будет. Это маленькая клоуняка, да, посмотрите, что творит. Начало переговоров об управлении оккупированными территориями. Нормально так. Нормально. Такое ощущение, что они где-то уже возле Владивостока, понимаете? Судя по этим 12 пунктам. Постепенная отмена санкций против России по мере реализации плана. То есть мы вводим санкции, вы воюете, погибаете, понимаете? А для того, чтобы пойти на мир, или вы будете идти на мир и выполнять каждый по пункту, мы будем вам по головке гладить и отменять санкции. Знаете? Украина и Россия согласовывают компенсации, а Запад размораживает активы России. То есть, знаете, как это называется? Когда из воздуха делают какую-то плеть. Даже не плеть, а какой-то поводок с ошейником. Когда из воздуха просто делают. Взяли, заморозили активы, взяли какие-то санкции, накидали. А теперь давай, уходи отсюда, и все, и мы тебе разморозим, и санкции отменим. Не, ну, если они привыкли делать из украинцев дураков, ну так это не значит, что весь мир в дураках. Я даже больше скажу, из украинцев никто не делает дураков. Просто их считают дураками. Вот в чем разница. Потому что и так там большое количество дураков, вот, которые уже на русском говорят, вы сами понимаете прекрасно. Вот, просто дело в том, что другим адекватным украинцам... Вот я вам скажу одну интересную вещь. У меня канал просматривают, кстати, огромное спасибо. Сейчас уже 56% подписчиков смотрят канал. Дорогие мои, те, кто не подписан до сих пор, пожалуйста, прожмите кнопку. Но я скажу одну вещь, что те, кто сидят в Украине, боятся это сделать. Боятся. И у меня где-то 1,6 миллионов постоянных зрителей. И когда закончится война, когда уже начнется перемирие, когда не будет никакого режима, типа этого лысака, типа этого кипера сраного в Одессе, да, нацистов этих и всех остальных, люди могут спокойно подписаться, не боясь. Но они боятся этого. Вот я вам говорю о ситуации остальных украинцев, которые живут в Украине. Они за мир, за дружбу, потому что многие же побывали в Европе и вернулись обратно. Они хотят, чтобы мы жили, как жили до этого, но они боятся свои мысли транслировать. Даже своему соседу сдаст. Вот сейчас в каком мы мире живем. То есть получается, что одни украинцы в заложниках, а другие просто дураки. И вот Зеленский считает, что он может манипулировать вот таким образом всем миром. Но нет. В России нет дураков. В Беларуси тоже нет дураков. Такие, как вот эти вот бегают здесь обмотанные. Сегодня так интересная была беседа с адвокатом, но я потом ее расскажу. Вот. У него свои тоже взгляды есть по этому поводу. То, что, ну, по поводу украинцев, которые здесь проживают. Продвижение российских войск, подразделения группировок войск Восток и Запад освободили населенные пункты Красногорская в Запорожской области и Садовая в Харьковской области. Это то, что касается фронта. И всегда говорят о том, что перед мирными переговорами вы должны показать свои сильные стороны. Обязательно смотрите то, что происходит на земле, то есть на фронте. Поехали. Из Украины уехало почти 100 тысяч украинцев с тех пор, как украинские власти разрешили беспрепятственный выезд за границу мужчинам в возрасте до 22 лет. Ну, вообще до 23. Пишет газета «Де Телеграф» со ссылкой на данные погранслужбы Польши. По ее данным, с конца августа польскую границу пересекли 99 тысяч молодых украинцев. Знаете, мы слышали
читали там всякие подкасты, да, вот этих вот всяких лидеров мнений, которые говорили, да это все чёс, никто не уехал никуда. И в Украине осталось еще где-то около 200 тысяч этих молодых. И они все уходят. Пишут, что в день где-то 1600 человек выезжает. 1600. Поехали дальше. Военные и эксперты призывают Генштаб ВСУ к выводу войск из Покровска, куда уже зашла российская армия. Раз мы не смогли этому противостоять, нужно брать на себя ответственность и смелость принимать непопулярные решения. Я считаю, у нас нет ничего дороже людей. У нас это да, а у Зеленского нет. Нету. Нельзя потерять зря ребят ради политики и общественного мнения. Пишет Сергей Бескреснов. С ним согласен военный Бунятов и также Флэш. Флэш прав, вовремя выйти из города и занять оборону без паники – лучший вариант событий, который сохранит жизнь бойцов и позволит занять нормальную линию обороны. Не стоит повторять трагическую историю Угледара, пишет он. Ну, они хотят показать Трампу, что Россия ничего не берет. Печально. Это Зеленский хочет. Так что Трамп не убедил Си сократить закупки российской нефти. Несмотря на заявление президента США о потрясающей встрече с китайским лидером, никаких серьезных решений на ней не было принято, и она завершилась гораздо раньше запланированного срока. Более того, Си сразу отверг все претензии Трампа и дал понять, что не будет сворачивать сотрудничество с Россией, прежде всего в энергетической сфере по указке хозяина Белого дома. Да, дорогие мои, он туда для этого и ехал. Он просил азиатский регион вот этот весь, чтобы, и также Малайзию, да, чтобы ничего не покупали у России. Потому что он думал, что он сможет провернуть ту схему, которая была провернута в 80-х годах. То есть они, знаете, они упорно пытаются взять какой-то урок истории. Как вот, знаете, я уже много раз говорил, что когда Трамп каждый раз повторяет одни и те же слова, то на него смотрят как на дебила. У всех есть интернет, чувак, ну ты же уже 500 раз сказал. А он приезжает, для него это новое место, значит я должен здесь говорить то, что говорил на старом месте. Потому что на новом месте они меня не слышали. Ну, Трампу уже достаточно лет, ну я имею в виду возраст. Он живет еще там где-то. Когда, как шоумен, он знает, что нужно звезде ездить и говорить одно и то же. Ну так есть интернет, ты поехал там, сказал, уже все знают. Ну ладно, второй раз где-то повторился. Но когда, ну это уже как мантра выглядит. 9 и того, и того, и того. Поэтому я все возвращаюсь к урокам истории и хочу сказать, что Трамп, надо все-таки понимать, что мир прогрессирует в отличие от тебя. Вот эти танцы. Не там, а он вместе с ними, с этими танцами и этой песней, понимаете? Дорогие мои, поехали дальше. Трамп был учтив, но уж очень много пытался давить на Си. Главе КНР это предсказуемо не понравилось, и после нескольких попыток наезда со стороны американского лидера он просто взял и свернул переговоры, прекратив встречу, и пообещал, что в ответ на любые возможные будущие ультиматумы Вашингтона будет только наращивать объемы поставок нефти и газа из России, говорят инсайдеры. Нормально так, нормально. Ну и вот заявление непосредственно Трампа, что США возобновят ядерные испытания. Время и место ядерных испытаний сообщат дополнительно. Это заявка на демонтаж договора о запрете ядерных испытаний во всех средах. Позиция России на этот счет простая. Россия первая не нарушит этот договор. И если США действительно проведут ядерные испытания, а не обычные компьютерные моделирования ядерных взрывов, то Россия это также сделает. Полигон на Новой Земле для этого вполне подготовлен. И там уже после начала СВО проводились работы по его приведению в порядок на случай, если будет принято политическое решение о проведении ядерных испытаний. Ну, Трамп уже дал указ. Ну и хочу вам показать уже на завершение нашего сегодняшнего эфира одесситку. Ну, я понял. Точнее, вы поняли. Вы посмотрите на ее лицо, и вы все поймете. Каждая клетка этого лица напитана культурой.
историей нашего любимого города. Смотрим. Все змінюється, і російська культура вже не є асоціацією з чимось мирним. Це необхідно зробити, щоб остаточно українізуватися, бо якби не закрили, якби не знесли, то пішла б ланцюгова реакція. Було б більше зросійщення, оскільки б, те дозволили, а за цим могло потягнути, що лишаємо російську мову, ну і так далі, і так далі. Тобто не було б цієї такої мовної і культурної сепарації, на мою думку. В стране гораздо больше проблем есть, которые надо решать, чем сносить памятники. Вот, в принципе, можно Булгакова почитать, там про это время все описано. А вот это уже заявление одессита непосредственно. Он уже рассказывал, да, когда там приходили к власти разные всякие эти. Я же забыл их. Играл этот актер хороший. Я уже тоже его забыл. Очень. Вы поняли, да? Швондеры, вот всякие швондеры, когда приходили к власти с Шариковым и так далее. Мы уже это все переживали. И Булгаков уже об этом также рассказывал. Так что, дорогие мои, на данный момент я уже буду продолжать свое движение, чтобы успеть до того, как захочется спать и лечь спать у себя дома в кровати. Дорогие мои, подписываемся обязательно, кто не подписан. И я вас всех обнял.